Вася всегда был самым сильным в классе. Зная о его физических способностях и буйном нраве, даже старшеклассники старались не связываться с ним, чтобы случайно не быть униженными на глазах всей школы. Скорее всего, именно это и сделало Василия таким самоуверенным и в чем-то даже наглым парнем. Для него практически не существовало авторитетов, он часто спорил даже с учителями, считая себя правым во всем только потому, что никто не смел бросить ему вызов. Даже в лесу он никого не боялся. И несмотря на то, что в школу их регулярно возил автобус, нередко Василий предпочитал идти пешком через лес, демонстрируя всем свою силу и отвагу. Ему казалось, что попадись ему в тайге какой-нибудь волк или медведь, он справится даже с ним, окажись у него в руках хотя бы палка. Но, как говорится, излишняя гордость еще никого не доводила до добра. Однажды, задержавшись в школе после уроков, Василий вышел на улицу. «Достали! Зачем вообще мне эта школа?» — прокричал Вася и уверенно зашагал по тропинке прямиком в лес. Один из преподавателей, увидев, что парень задержался и пропустил автобус, предложил его довести до дома, но Вася только отмахнулся. Он здесь никого не боится, и хозяин тут только он. А кто не согласен, пусть попробует сказать ему это в лицо. Но вдруг парень резко остановился. Наверное, впервые за несколько лет его самоуверенность разом испарилась. Прямо перед собой он увидел 3 взрослых волков, которые, пригнув головы к земле, медленно начали наступать на него, готовясь к атаке. Василий понял, что даже несмотря на свою недюжинную силу, ему не справиться с этими хищниками, и они, скорее всего, даже и не поняли бы, что перед ними силач, просто разорвав его на части. Парень начал медленно пятиться, не в силах оторвать взгляда от горящих волчьих глаз. Как это было сейчас не вовремя, но он вдруг неожиданно для себя понял, каким глупцом он выглядел со стороны, хвалясь своей силой. Ведь всегда найдется тот, кто будет еще сильнее. И вот теперь, из роли доминанта, он резко превратился в жертву. Вася, словно очнувшись от волчьего гипноза, начал судорожно оглядываться по сторонам, ища глазами подходящую палку, которая, конечно, вряд ли бы его спасла, но подарила бы хоть какую-то надежду. Но вдруг из-за спины парня появилось еще одно животное. Это была взрослая и уже повидавшая жизнь волчица. Она появилась будто из ниоткуда, словно тень выросла за его спиной. Встав между 3 волками и человеком, она вдруг обнажила клыки, демонстрируя сородичам, что будет драться за этого человека, и любой, кто попытается напасть на него, станет ее личным врагом. На удивление, волки тут же изменили свои планы и начали крутиться возле волчицы. Обалдеть! Как же она одна могла внушить страх и уважение сразу 3 матерым хищникам, подумал Василий. Эта история произвела на него большое впечатление. От его былой самоуверенности осталась только пыль. Кажется, сама природа преподала ему такой урок, какой бы он ни получил ни в одной школе мира. Нет, он по-прежнему считал себя самым сильным в классе, но теперь он уже не похвалялся этим и даже старался не пользоваться. А тайга и вовсе вызывала в нем панический ужас. Как только он думал о том, чтобы снова пойти одному через чащу, подсознание тут же рисовало перед глазами силуэты 3 оскалившихся волков. Теперь Василий не пропускал школьный автобус, а если шел в тайгу, то обязательно с кем-нибудь. Долго еще парень боролся с полученной психологической травмой, но время, как известно, лечит. И спустя несколько лет Василий, кажется, смог преодолеть этот барьер. Нет, ему все еще было неуютно одному в тайге, но теперь эти страхи были где-то далеко, и если стараться не думать о них, то можно было даже сходить за грибами или ягодами. Вот и на этот раз у него получилось преодолеть свою фобию, за что тайга ему уже отплатила полной корзиной грибов. Вася уже возвращался домой, и как вдруг до его ушей донесся чей-то жалобный плач. Нет, это был не человек. Кажется, кто-то из животных угодил в беду и теперь кричал об этом на весь лес. Уйти? Оставить бедное существо на медленную и мучительную смерть? Сейчас в душе Василия боролись 2 чувства, одно из которых твердило ему, что это может быть небезопасно,
а другое укоряло за то, что он проходит мимо чужой беды. Решено. Парень поставил свою корзинку под дерево и отправился на крики. Совсем еще небольшой волчонок угодил в петлю, оставленную тут браконьерами. Почти час он провозился с непослушным волчонком и его бедой. Кажется, за это время волчонок даже привык к человеку и уже не пытался цапнуть его при любом удобном случае. Волчонок понял, что этот мужчина хочет ему помочь, а не погубить. Ну вот, наконец, на свободе. Увидев, как волчонок заковылял на своих ослабших лапках, Василий улыбнулся. Но тут улыбка моментально сошла с его лица, а глаза наполнились ужасом. Василий увидел, как из-за деревьев навстречу волчонку вышла взрослая волчица. Отступившие страхи вновь окутали его, превратив в маленького и беззащитного ребенка. Но волчица вовсе не демонстрировала ему свои зубы и не пыталась как-то его запугать. А напротив, обнюхав своего освобожденного щенка, она пригнула голову к земле, пристально вглядываясь в лицо человека, будто пытаясь высказать ему свою благодарность. И Василий понял это. Он понял, что перед ним та самая волчица, которая когда-то вступилась за него перед 3 грозными соперниками. Он понял, что она помнит его и не жалеет, что когда-то пришла ему на помощь. Парень сидел посреди тайги, глядя вслед медленно удаляющимся хищникам. По его лицу катились слезы. Кажется, сейчас ему открылась такая простая и, казалось бы, понятная истина, что добро всегда возвращается добром. И если ты хочешь быть по-настоящему сильным, то в первую очередь тебе нужно нести добро в этот настрадавшийся от злобы мир. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.